Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы находимся в городе Измаил, это юг Одесской области, юг Украины. Но составляем агрогороскопы, календари и помесячные, и по периодам Луны в определенных знаках, по московскому времени. Поэтому легко каждому жителю планеты высчитать свое время и по этому времени определять все виды работы. Итак, начнем 1 августа. Это знак Тельца. И 2 августа, посмотрите, у нас до 9, даже до 10 часов будет возможность поработать хорошо. Время плодородного Тельца плюс убывающая Луна. Что мы можем делать? А мы можем обязательно в это время черенки нарезать и укоренять. Также посадить усы земляники или же уже рассаду земляники пересадить. Проводить можем на винограде, других растениях, чеканку, прищипку, полив, подкормки, прививки, околировку, сейчас делают обычно садоводы, собирать урожаи, ну и также высадить рассаду. Не только рассаду каких-то на улице цветов, но и цветов комнатных. Ну, об этом у нас еще более подробно будет календарь не только садовода, а еще и цветовода, но это будет чуть позже. Итак, мы определили работы на 1 и 2 до 9, в крайнем случае 10 часов утра. Это время Тельца. Кстати, вечером можно первого обработки провести против вредителей и болезней. Идем дальше. Далее Луна в 11:47 2 августа перейдет в знак Близнецы. Сразу же предупреждаю, в Близнецах нельзя поливать. Это будет 2 после 12 часов. 3 все 24 часа и 4 нельзя поливать. Но зато что можно делать? Можно в это время, близнецы покровительствуют земляники, можно просто-напросто в это время пересадить, допустим, с корнями земляничку из контейнеров, очень хорошо будет. В это время, замечательное время, это перед новолунием, обрезка садовых растений. Все любые обрезки, пожалуйста, проводите. Дальше. Очень хорошо и удалять от плодоносившие побеги малины в это время. Тоже безболезненно пройдет. Собирайте урожай. Это дни стихии воздуха. Обрабатывайте против вредителей и болезней. Не забывайте также о дровах и заготовке сена, если есть у вас животные. Уже 5 утречком, то есть ночью, рано-рано ночью, у нас будет переход Луны из знака Близнецы в знак Рак. И здесь будет находиться Луна 5, 6 и 7 до 10 часов 32 минут. Но здесь урезается время за счет того, что Геката и новолуние, вот эта черная Луна, забирает с вечера 6 с 16:50 свое время перехода, завершение лунного месяца и подготовки к рождению новой Луны. Поэтому у нас остается плодородное, плодотворное время 5 в Раке для поливов, подкормок, стрижка газона. Укоренять можно усы земляники, очень хорошо полить землю и укоренение, поставить их на укоренение, вот эти усики. Можно еще делать стрижку газона в это время, безболезненно пройдет. Вот это в знаке Рак. Затем будет перерыв для всех работ, кроме вот 7 числа можно еще утром провести поливы и все. Зато уже после 11 часов 7 новолуние, знак стихии огня, супер время для обрезки садовых растений. Очень быстро заживают ранки. И 8 можно обрезать садовые растения, а также можно в эти дни обрабатывать растения против болезней и вредителей. 9 числа и 10 еще до 16:50 будет время Гекаты, время черной Луны. Но во Льве можно что проводить, единственное, что обрезку. Поливы здесь бесполезны. А вот вечером уже, после того, когда Луна зайдет в знак Дева, 17:56, вот вечером уже поливы, подкормки. 10 тоже поливы, подкормки, а уже после 16:50, то есть 17 часов уже смело можно рассаду из контейнеров, причем рассаду любую, тоже землянику, цветочные, декоративные растения высаживать. Дева любит эти растения. Черенковать, высаживать рассаду уже готовую, поливать, подкармливать, но нельзя обрезать ни в коем случае растения. Дева вот этот момент не прощает. Я уже убедилась, несколько раз потеряв
очень ценные растения. И этот процесс будет продолжаться от 10 по 17, 11 до 14 часов в деве будет хорошее время. Можно высаживать еще рассаду различную, череночки укоренять, высаживать из контейнеров какие-то растения, но снова же это цветочные или же это декоративные цветочные растения. Можно и утром еще провести укоренение растений и даже полив и подкормку. Но это должно быть рано утром уже, если у вас погода меняется к тому, что уже жара уходит. Если нет, тогда сделайте вот эту работу, полив, подкормку 10-го очень основательно вечером, потому что у нас уже 11-го вечером, ночью будет переход Луны в знак Весы в 23:08, а Весы 12 и 13 нельзя поливать растения. Это знак стихии воздуха, когда растения заняты дыханием. Ну вот в весах 12-13 можно проводить прищипку винограда, удаление от плодоносивших побегов малины, ну и обрабатывать против вредителей и болезней наши растения, а также работать над газонами. Можно стричь газоны. Не забывайте о том, что нужно косить сено и заготавливать дрова. Это хороший период. И из весов уже 14 ночью в 3 часа 2 минуты Луна перейдет в знак Скорпион. А это время плодородного Скорпиона, значит можно высаживать рассаду различную садовых растений, поливать, подкармливать, высаживать различные растения из емкостей, контейнеры, горшочки, можно это все высаживать. И укоренять усы земляники. Это можно делать практически до конца суток, но нельзя здесь собирать урожай и нельзя обрезать растения. Это обязательное условие. А 15-го вообще ничего нельзя делать, потому что это переход Луны из первой во вторую фазу. Это маленькое полнолуние или новолуние. 16 августа утром в 6 часов 12 минут Луна перейдет из Скорпиона в знак Стрелец. И в это время в Стрельце, знак стихии огня, можно собирать урожай, перерабатывать, заготавливать, а также собирать лекарственные травы и ягоды, которые уже созрели, сушить и готовить их к зиме. Ну, естественно, очень хорошо вечером будет эффективна обработка против вредителей и болезней. Пишу, поливы бесполезны, и это будет и 16 и 17. 2 дня бесполезно поливать, потому что это время стихии огня, и растения не воспринимают воду. Зато уже 18 утром и 19 утром 18 после 9 часов, 19 все 24 часа. Смотрите, Козерог, растущая Луна, замечательное время. Нарезаем черенки, укореняем черенки, причем разных растений. Высаживаем уже подготовленные растения, те же череночки различные, которые принялись, можно их пересаживать. Если они в горшочках, в контейнерах, можно высаживать, но только закрытая корневая система. Высаживайте из контейнеров в это время декоративные цветочные растения, и они хорошо пойдут в рост. Также в это время хорошо поливать, подкармливать. Помните, что поливы всегда связываем с подкормочками. И подкормки сейчас хороши именно по листьям, не корневые. Также защищаем растения от вредителей болезней, а также земляника, клубника. Кто размножает усами, укореняйте усы, а также можете высаживать, пересаживать уже, если у вас в горшочках или контейнерах. Готово к посадке земляника, высаживайте на грядку. 20 числа это день перехода Луны из знака Козерог и в знак Водолей. Ну, переход будет 14:49, но у нас получается Луна без курса в 0,3 часа начинается 2 минуты, и вот до этого момента перехода в знак Водолей. Ну и плюс ко всему еще, смотрите, у нас сожженный путь полнолуния. Какой он длинный. И получается, что вот с 15 часов 3 минут начинается вот этот сожженный путь полнолуния. Плюс Водолей. И в это время еще не только поливать нельзя, но вообще и обрезать. Любые работы нельзя проводить. Но это в Водолее. 20 и 21 вечером не поливаем и, естественно, не подкармливаем.
Водолей у нас перейдет уже 22 августа вечером после 15 часов 43 минут, 3 минут перейдет в знак Рыбы. А вот это уже время хорошее для поливов. Поливы, небольшие подкормки. Почему? Потому что это полнолуние, сожженный путь полнолуния, даже меньше половины, обычные дозы по инструкции удобрений. И берите, естественно, органические современные удобрения, жидкие, для того, чтобы растения нормально себя чувствовали и не сожгли листья и корни. И вот этот период поливов очень хороших будет длиться 22-23, ну и 24 до обеда. А уже в 21 час 58 минут вечера Луна перейдет в знак Овен. Ну, здесь уже темно, день короткий световой, поэтому здесь особых работ не проводим, отдыхаем. Но зато уже 25-26 в Овне, это уже сразу после сожженного пути полнолуния, что мы можем делать в этот период? Знак стихии огня. Собираем урожай, собираем лекарственные травы, удаляем сухие ветки. Вот здесь уже можно, но снова же это только сухие веточки, и если вдруг что-то там ветер поломал, можете обрезать. Пока не спешите с обрезками, потому что рядышком полнолуние. Ну и обрабатываем растения против вредителей и болезней. Напоминаю, в знаках стихии огня и воздуха не забывайте о том, чтобы заготавливать сено и дрова. И вот замечательное время в конце месяца. Очень хорошие продуктивные дни в знаке Тельца. И это период будет 27, 28 и 29. Но 27 он начнется после 8 часов, лучше начинать. 28 все 24 часа. И 29 до 17 часов желательно завершить работы. Что можно делать? В саду можно нарезать черенки, укоренять черенки, высаживать растения из контейнеров, только закрытая корневая система. Это могут быть и декоративные, цветочные растения. Можно высаживать рассаду различных цветочных растений, а также поливать, подкармливать, собирать урожай, обрабатывать против вредителей болезней, высаживать землянику, клубнику. Ну и высаживать рассаду цветов. Это могут быть цветы и комнатные, и те, что растут у нас, это у нас в основном уже пойдут многолетние, двулетние цветочные растения. Вот эту рассаду можно высаживать. Затем начинается такой период снова отдыха для садоводов, хотя у нас никогда не бывает отдыха. Луна без курса вечером будет с 18 часов до 19:42, и затем в 19:42 Луна перейдет в знак Близнецы. Нельзя поливать, напоминаю, в Близнецах, а 30-го будет переход Луны из 3 в 4 фазу. И поливать нельзя, но зато можно заниматься заготовкой дров на зиму и также заготавливать или косить, или уже складировать сено. Очень хорошо хранится в этом знаке. А вот уже 31-го, ну, поливать нельзя, а можно обрезать. Вот сейчас уже можно обрезать садовые растения, обрабатывать против вредителей и болезней. Уже после 3-й фазы, в 4-й фазе, вот можно заниматься обрезкой поближе к новолунию садовых растений. Вот это уже можно делать. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик сегодня подготовили это видео для вас. Мы прощаемся, до следующего видео. Всего самого доброго, до новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока.